Всем доброго дня! Я надеюсь, меня никто не потерял. Так как-то произошло, что вот эти дни у меня выпал такой небольшой отпуск с семьей. Вот. И было время немного отдохнуть. А также посмотреть, что какие изменения пришли, что как прошло. И уже составить более полную картину, да, чтобы вам рассказать. Также хотела спросить, а как у вас прошли эти 3 дня? Я знаю, что, надеюсь, что вы чувствовали себя нормально и у вас более-менее все прошло 3 дня с 20 по 22. У многих был упадок сил, у многих кошмарилось, страшные сны снились. Очень практически все, с кем я разговаривала, у них были кошмары эти дни. И да, пропихивали и через сны всякие различные контракты пытались людям и всякое. Но я надеюсь, что у вас все хорошо. Эти дни вы пережили, как и я. Меня тоже кошмарило. То есть мне снилась всякая ерунда, я это отменяла, все запрещала. Но 23 числа, то есть все это прошло. Для тех, кто там кричит, орет и что, где вибрации, что с вибрациями. Во-первых, я хочу сказать, что вибрации нам включили. Все-таки это произошло, я это все отследила, посмотрела. Но есть небольшой нюанс того, что это немного не такое повышение, как было в сентябре 2020 года. В том плане, что я об этом, в принципе, один раз уже обмолвилась, по-моему, в интервью у Марины Малини. Я сказала, что я не знаю, в каком виде оно будет происходить, и, возможно, будет повышение именно, плавное, да, какое-то. И да, повышение будет плавное, то есть я увидела, вибрации поднялись, но это не окончательное повышение, потому что сейчас громкость будет увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. Я не знаю примерно, сколько это займет, но я думаю, в течение полугода примерно будет планомерно подниматься. Это делается для того, чтобы, знаете, как пришла такая аналогия, что когда человек очень долго голодал, да, то есть у него истощение физическое, ему нельзя сразу давать от пуза наедаться. То есть ему будет очень плохо, и он реально от этого может умереть. Поэтому дается порциональная пища, то есть сейчас немного, потом еще побольше, потом еще, и то есть доводится до нормы. И тут то же самое, то есть если у нас в сентябре прошлого года были включены вибрации искусственного происхождения для того, чтобы люди вообще хотя бы более-менее как-то что-то начали на них вибрировать, то сейчас уже идут вибрации реальные, то есть вибрации, во-первых, истинного солнца. Вот. Это пришло, я не помню, говорила я об этом, не говорила, но я об этом знала еще до 23 числа. Тем не менее, то есть это вибрации будут уже истинного солнца, это будут вибрации, которые были закрыты тем самым куполом, да. Вот, и частично еще не все возвращены, не в полном спектре сюда к нам, потому что, как я уже сказала, если бы сразу эту завесу убрали, в полном объеме пустили бы то, что здесь долгое время от нас закрывали, да, это тела бы просто не выдержали. Поэтому сейчас потихоньку, помаленьку вибрации будут повышаться еще выше. И также постепенное повышение, оно поднялось. Чтобы вы поняли, это не так, что там чуть-чуть прибавили, нет. Оно поднялось, оно хорошо поднялось, но оно будет еще увеличиваться со временем. Еще одна причина, по которой так сделали, я уже, в принципе, ее озвучивала, да, и вы знаете, и ничего нового в этом нет, что сейчас, кстати, начался, опять же, новый период, сейчас про периоды расскажу более подробно, но начался период исхода. Я о нем говорила, то есть я говорила о том, что после повышения вибраций многие люди начнут уходить. Я говорила, кто начнет уходить, почему, да, и прочее. Так вот, для того, чтобы все в один миг, да, в одно время
не ушли. То есть повышение вибраций будет постепенно, еще для того, чтобы они уходили один за одним, да, для того, чтобы растянуть это все. И этот период исхода был не там за месяц, за два, да, чтобы тут паника была и катастрофа, а для того, чтобы растянуть его на определенный срок. Вот. Также давайте немного расскажу. То есть я после 23 числа, да, я не стала сразу там записывать ролики, что-то бежать, торопиться куда-то. Я, во-первых, смотрела, что, как, почему произошло на тонком плане. То есть я ловила инсайды некоторые, проверяла, перепроверяла информацию, которая у меня была до этого, то есть ничего не изменилось ли, что произошло, действительно ли произошла стоп-игра и прочее. То есть и да, стоп-игра произошла, но я говорила, что она произойдет 23 числа, да, но там как-то получилось, что фактически стоп-игра была с 23 по 25 число. То есть 2 дня вот этот период стоп-игры включался. Также не прошли бесследно, да, вот эти вот с 20 по 22 число, вот эти дни темные, 3 дня темноты, да, или как их назвать. Была сделана, как обычно, какая-то магия, то есть и, может быть, кто-то из вас заметил, по крайней мере, я заметила, в моем окружении очень многие люди заметили, что после 22 числа начало очень сильно колбасить на эмоции людей. И на эмоции негативные. И даже видящие ребята, многие, то есть сбились и не могли понять, что с эмоциями, эмоциональные какие-то качели у них начались, хотя, в принципе, каких-то вот эмоциональных качелей они уже давно не испытывали. А тут начались совершенно несвойственные для них вещи, и они вроде и чувствуют вибрации, а вроде и не понять, что происходит. И когда уже я доковырялась до сути, тоже ребята там доковырялись до сути и поняли, что это все магия. Вот, магия, которая была сделана 22 числа. Для чего она была сделана, я думаю, и так понятно, для того, чтобы развести людей на эмоции, да, и чтобы люди сделали нужную для кого-то реальность. Вот. То, что я видела на тонком, еще по вот этому поводу расскажу немного. Они раньше как делали? Вот, ну, я имею в виду люди, да, темные, вот, которые тут все вот это проворачивали. Они раньше забирали, ну, спокойно скачивали с людей потенциал, да. Я уже, в принципе, об этом говорила, по-моему. Вот, на различных праздниках, на различных мероприятиях, разными путями, да. Они скачивали потенциал большим, огромным количеством, да, и на этом потенциале они сами выстраивали какой-то каркас. То есть хочешь что-то сделать, сделай сам, да, ну, как надо. По большей степени на все они просто спрашивали у людей разрешение. То есть хотите ли вы, чтобы в вашем там мире было вот так-то, да, и все такие, да, классный фильм там, да, классный клип. И то есть они просто на все спрашивали разрешение. Построение реальности самими людьми, оно было скорее косвенное. То есть они собирали потенциал, выстраивали просто каркас, да, реальности, и потом этот каркас начинал обрастать мясом. То есть на чужом потенциале они все это делали. И было искусственное вот это связывание реальности, о нем я тоже уже рассказывала, вот, при помощи магии, и так у них все работало, как часы тикало. А сейчас, то есть, это не срабатывает. Почему это не срабатывает? Потому что, опять же, я увидела те же самые вот эти временные линии, про которые я говорила в ролике про повышение вибраций, которые очень тесно связаны между собой, да, тугими узлами, которые превратились в один движущий просто огромный механизм, машину, которая просто едет, как бульдозер, прет, и ей без разницы, что там под ее гусеницами и колесами. То есть она сносит все. И вот эти вот все магические каркасы, они как сухие ветки под ее этими гусеницами, она просто сметает в пыль все, она прет вперед. И уже ничего, фраза есть, ничего не может остановить то, что грядет. И она вот этому подходит. То есть ничего этот бульдозер остановить не может. И они в панике. И то есть
Вот эта магия, которая была сделана 22 сентября, я отчетливо почувствовала, что это попытка, то есть повлиять уже на творцов и не просто там своей магией попытаться еще один такой каркас какой-то выстроить, да, как они это делали ранее, но они уже просто в отчаянии в каком-то, потому что ничего не получается, каркасы ломаются и они не держатся. И они уже просто пытаются, то есть они взяли какую-то, как паутина, как сетка, я не знаю, как ее обозвать, магическая, ей накрыли просто весь мир и попытались, воздействуя на эмоции людей, да, создать вот эту определенную как шапку. Опять же, вот я рассказывала, что были на городах как искусственные такие шапки, да, облака, которые создавали нужный вибрационный фон. Вот. И тут то же самое попытались восстановить, только оно воздействовать должно было на эмоции людей. Для того, чтобы попытаться именно эмоциями людей, чтобы руками людей уже выстроить, потому что своими руками у них уже не получается ничего. И попытка была вот именно руками людей это все сделать. То есть для того, чтобы человек сидел, думал, так, все плохо, что-то тут нас всех уколят, нас всех убьют, нас всех мне, наверное, надо развоплотиться там и прочее, прочее. То есть вот такие мысли лезли в голову и, по крайней мере, до недавнего момента. Я уже на сегодняшний день, по крайней мере, я ничего не чувствую. Ну и опять же, я могу сказать по своему опыту и наблюдению последний год, да, что все вот эти каркасы, которые они так или иначе выстраивают после каких-то праздников, после какого-то вот этого вот всего, они просто разрушаются. Неделя, 2 проходит, поколбасит, они разрушаются. Все. Оно в любом случае уже не держится. То есть это все убирается, это все снимается. Вот, поэтому надеюсь, если у кого-то было такое состояние, да, что все плохо, мы все умрем там и все прочее, то есть какой-то вот такой вот легкий флер этого всего витал в воздухе, я надеюсь, у вас это уже прошло. Вот. Потому что, я, по крайней мере, вот на данный момент, записывая этот ролик, я его не чувствую уже. Далее, да, я хотела сказать про периоды перехода, да, определенные. Я не рассказывала про них, по-моему, и сейчас так мельком расскажу. Во-первых, давайте так, что я не буду там начинать с самого истока этого всего, я именно озвучу прошлый год и этот год, да. В прошлом году, где-то с начала, с января, да, где-то как раз 2020 года и по сентябрь, это был период массового пробуждения. То есть очень многие люди в большинстве своем, то есть проснулись именно в этот период. Даже те, кто вроде как не спал, у них все равно были повторные такие моменты пробуждения, да, как пробуждение во сне и после сна уже, да. Вот, флешбеки такие. То есть это был период мощного пробуждения у всех и вся. И то есть работа уже, которая началась на физике. Очень мощная, очень яркая вспышка. Потом был следующий период, как раз с сентября 2020 года, я говорила, там было первое повышение вибраций. Вот, и с 20 сентября по январь, опять же, получается, по январь, где-то 20 января, вот так, 2021 года, это был период такой, мне показалось, как период оценки. То есть оценки того, что кто вообще сможет, в каком виде это все будет происходить. Это вот знаете, когда вы получили, я не знаю, доступ к какому-то складу, да, вы не знаете, что там, вы не знаете, в каком-то все состоянии находятся там все инвентарные позиции на этом складе, вы не знаете вообще ничего, да, и вот вы приходите и начинаете наводить ревизию и смотреть, в каком состоянии там мебель там у вас на предприятии, да, там, что надо менять, что не надо менять, что еще дюжит, что не дюжит, то есть, и вы начинаете вот проводить такую, как ревизию. И плюс, тут то же самое примерно было,
То есть это была как оценка такая, что вообще происходит на этом предприятии, то есть в каком все вообще состоянии, да, находится. То есть это касалось и людей, то есть, ну, кто вообще вот был период массового пробуждения, и кто проснулся за этот период, кто не проснулся, кто вот-вот, ну, может очнуться, да, а для кого это уже вообще никак не светит. То есть были определенные моменты планирования, да, что сколько светлячков, загруженных сюда, ну, которые здесь воплотились, должны проснуться. И соответствует ли на данный момент процент, да, соотношение тот, который был в задумке изначальной, и тот, который на данный момент на самом деле проснулся. То есть сопоставление такое. И также примерно накидывали план, да, кого налево, кого направо. Вот тогда было, еще не было, это был не период еще конкретно распределения, но примерно период, когда подсчитывали, раскидывали и уже примерно составляли план, кого, куда, зачем и почему. Также, получается, в этот период с сентября по январь был период прямо развязывания кармических узлов. Какие-то старые обиды, какие-то установки, какие-то программы, мощные программы, именно которые внутренне, вот на которых сидели темные и выкачивали, ну, прям стабильно, да, какие-то вот еще моменты вот подобные, то есть которые человеку надо было осознать, а не просто вот на ура, то есть по щелчку, вот так по щелчку, все это развязывалось, все это вот раскручивалось. И тех, кто попал под это и помнит, то есть можно было работать над собой, ну просто там колоссальнейше можно было продвинуться. Все вот это вот снять и убрать, и это все вот просто, я говорю, по щелчку развязывалось. Опять же, сейчас я не скажу, что все это закончилось, и все, сейчас это все тяжелее, нет. Тоже сейчас это все легко развязывается, легче. Но тогда это прям какой-то вот такой период был, что ты не успеваешь одно там в своей жизни осознать, да, ну вот какой-то момент распутать, который ты успел за эту жизнь уже намотать там новый узел себе, да, не успел один развязаться, там ты такой не отдышался, у тебя уже второе что-то там пошло отрабатываться, потом третье что-то пошло отрабатываться, то есть это все отлетало, вся эта шелуха вообще спадала на ура. Далее, с января 2021 года по вот сейчас сентябрь, да, 2021 года был период, я уже говорила, период выбора. То есть период выбора – это период и распределения, период выбора в плане того, что уже конкретно на физике люди выбирали, люди решали, куда им пойти, налево или направо, куда они хотят отправиться. То есть каждой душе был дан выбор. И также это был момент, опять же, и выбора, и распределения в том числе. То есть если до этого был момент такой, когда прикидывали, да, примерно там, план такой, набросок какого-то плана был, то следующий вот этот период выбора был, это уже период воплощения этого плана в реальность. Вот, поэтому как-то вот так. И после 23 числа мне уже конкретно показали, что это не просто повышение вибрации, да, состоялось, не просто там даже все вот это вот будет что-то происходить новое по событиям, ну и то, что наступил новый период очередной, это период исхода. И так как все предыдущие периоды длились примерно по полгода, вот, ну то есть с января по сентябрь, опять же, с сентября по январь, да, и вот как-то так. И это, опять же, вот совпадает с некоторыми моментами, теми, которые я до этого ловила на тонком, что примерно вот переход вот этот закончится, это будет декабрь, январь, ну вот получается декабрь 21, январь 22. Вот. И вот опять же совпадает. То есть с 23 сентября начался период исхода. Вот я четко почувствовала именно изменение одного периода, перехода, да, на другой. Это тоже важно.
Потому что даже вот так вот по практике смотришь, что каждый такой период, он сопровождается какими-то абсолютно другими событиями уже, да, наполняется. Вот, поэтому как-то так, пристегиваем ремни и держимся. Я не скажу, сразу говорю, я не скажу, что этот период будет легкий, потому что, ну, вы, наверное, сами понимаете, что, в принципе, вы уже морально к этому готовы, так или иначе, что период исхода это будет как раз-таки, когда те, кто сделали свой выбор, пришло время, да. И здесь мне тоже, я четко увидела, что те души, да, высокого порядка, которые вели вот это распределение и все вот это вот, я их видела как такие духи с планшетками, да, которые примерно там распределяют, что это вот, значит, вот на вот эту планету, этот может там еще что-то, ну, то есть вот, которые занимаются всем этим процессом, что если до этого они ставили там галочку, допустим, этот направо, этот налево, этот направо, этот налево, да, то сейчас они уже конкретно, то есть там я увидела, что он спускается, уже берет за руку и говорит, ну что, пойдем, пора. Это опять же не значит, что я говорю, что ой, все умрут и прочее, но это значит, что период будет нелегким. И в принципе сам исход, то есть скорее всего, как я предполагаю, опять же, я не могу сказать, вот все будет так, но так как я чувствую, да, по моим каким-то ощущениям, основная какая-то вот, такой основной удар, основная какая-то масса, это будет вот эти полгода, да, пойдет. И потом уже в течение 3-5 лет это будет длиться. То есть это не так, что бах и все, там завтра все там это, нет. Такого не будет, конечно. Я не думаю, что даже кто-то это допустит, потому что, ну, мы говорим это о миллионах, да, людей. Потому что мы говорим о вообще массовости, огромной массовости этого всего, и это никто не будет доводить до хаоса. То есть хаос это удел темных. Нам же, по сути, этого хаоса не нужно. То есть это не сыграет нам на руку, опять же. Поэтому я думаю, что это будет более плавно, как-то более вот приемлемо и все. Не так, что паника, такого сильно не будет. Но хотя определенные, конечно, волны паники, непонимания, ужаса, они, скорее всего, будут у тех, кто спит. Вот. Для них, да. И также смотрела, перепроверяла, и да, мне идет информация о разоблачении. То есть она подтверждается, опять же, что да, будут какие-то разоблачения, будет это все поднято, но это, опять же, какой ценой, да. И как идет фраза на это все, есть причина, и у каждой причины есть следствие. То есть был выбор, будут и последствия. Поэтому не бывает так, что есть прецедент, а последствий у него не будет. Поэтому да, последствия будут. Это было предсказуемо, этого следовало ожидать. А вот то, что оно будет как-то смягчено, будет, но тем не менее период будет нелегкий. А те, кто не спит, те, кто знал об этом, те, кто предупреждал, кричал и говорил, люди, что вы делаете, те уже, конечно, будут готовы к этому всему морально, да, хотя бы подготовлены. А те, кто глубоко спали, вот, для них это будет шоком, конечно, большим, огромным шоком. Но, по крайней мере, я видела разоблачение и открытие какой-то вот именно на международном уровне, международном масштабе этого всего сговора против человечества. То есть как будто вот этот сговор, вот это вот все, оно откроется. И будут какие-то трибуналы, будет что-то, ну, какие-то громкие дела, очень это все выльется в международный скандал. Мне, опять же, это все подтвердилось. Так или иначе, то есть подтверждение, опять же, этой информации пришло. И я очень надеюсь, что все оно будет так.
И также еще небольшие вести с полей хотела рассказать по поводу того, что сейчас идет, какие работы на тонком плане. Мне пришло, что начали уже разбираться с эгрегорами. То есть, если до этого какие-то такие зачистки были, то сейчас взялись за эгрегоры. То есть сейчас будут именно разбирательства на тонком плане с эгрегорами, будут их отсюда убирать, то есть будут с владельцами этих эгрегоров разбираться, вот и прочее. Поэтому, взялись за них наконец-то. Я не скажу, что это будет легкий путь, потому что эгрегоры — это такие структуры, как, знаете, если их сравнивать с чем-то по земным параллелям, да, параллель какую-то провести, то это похоже на крупные финансовые корпорации, да, к которым просто так там на кривой козе не подъедешь. Поэтому с эгрегорами будут разборки, и это, скорее всего, разборки будут очень крупные, потому что есть мелкие эгрегоры, которые, допустим, только у нас здесь в мироздании, да, создали конкретно наши параллели. Это мелкие какие-то компании, типа ларька там возле дома, знаете, с фруктами. А есть крупные эгрегоры, которые не только у нас здесь находятся, не только на нашей параллели, а они там и темные миры, к ним многие подключены, и многие другие миры как бы к этим эгрегорам. И там целая сеть, да, как международная какая-то корпорация, да, которая торгует вообще там очень-очень во многих странах, да, и имеет определенный вес. То есть с такими, конечно, тягаться потяжелее будет. Но, тем не менее, то есть за них тоже возьмутся, будут смотреть основания, на которых они здесь находятся, и многое другое. Но за эгрегоры взялись, и я очень этому рада. Я надеюсь, что в скором времени у них будет No Connect. В принципе, мне приходило тоже перед 23-м, я не помню, говорила я вам или нет, этот момент, что мне тогда приходило, что будет No Connect у эгрегоров, но я на тот момент еще не понимала, то есть будет конкретно 23-го No Connect у эгрегоров, или это как-то будет постепенный момент. Но сейчас я как бы уже перепроверила, более детально посмотрела эту информацию, да, и я увидела, что это будет постепенный процесс. То есть взялись, начали работать, начали обрабатывать. То есть, опять же, как говорю, галактическая прокуратура, да, можно сказать. Не знаю, там как по-другому назвать этих ребят. Они конкретно уже взялись за них. Поэтому ждем, надеемся, что скоро они и так, в принципе, ослабленные здесь уже, что религиозные эгрегоры, что многие другие, как бы у них уже идет послабление. Но есть очень жирные, очень мощные, которые до сих пор себя здесь очень красиво, вальяжно чувствуют, да, хозяевами положения, поэтому с ними уже будет потяжелее, потяжелее, да, немного тягаться, но тем не менее. Это все реально. Поэтому вот такие новости. Я не знаю, как сказать, хорошие они для вас будут или как бы так себе. Может, вы ожидали чего-то большего. Я, если честно, думала, что 23-го врубят, так врубят, да, на полную мощность, но врубили. Опять же, врубили, да, и очень многие, кстати, с кем я разговаривала, они как раз, если 20-го, 21-го, 22-го чувствовали себя плохо, где-то у кого-то голова болела, где-то кто-то кошмарики, опять же, я говорила, уже снились всем практически вообще. Я, по-моему, даже ни одного не встречала человека, по крайней мере, кто мне сказал, что ему не колбасило ночью там в эти дни. И после этих 3 дней, 23 числа, многих, по крайней мере, ощутимо отпустило. То есть сразу же и настроение вернулось, и какие-то нападения закончились, и сны нормальные восстановились, да, то есть, сразу же такой ощутимый прилив сил был, у меня, по крайней мере, был прилив сил. Но эта магия, которую сделали 22 сентября, она немного подпортила впечатление, скажем так, от этого всего. Но в принципе, сейчас она уже ослабла, уже этот эффект должен как-то сойти на нет, и должны прочувствовать именно, опять же,
вот эти поступления светлых вибраций. Поэтому все будет отлично. Движемся просто в новый мир на бульдозере, да. Также я хотела поднять тему вообще до еще 23 числа, в начале сентября, но у меня как-то все не доходили руки. Тему болезней я хотела поднять, имеется в виду тему всяческих ОРВИ, гриппов и прочее, да. Как с этим бороться, что вообще делать, потому что сейчас, на данный момент, эта тема очень актуальна, я считаю. Вот, что делать с этими программами и как им не дать паразитировать в своем теле, да. Что из себя представляет и прочее. И также, я не знаю, наверное, может быть актуально, может не актуально еще, тема перехода, да, более как-то подробно, что это, почему это, зачем это, что на самом деле за переход такой у нас и прочее. Это вот такие темы, которые я хотела поднять в ближайшее время. Всем всего хорошего желаю. Я надеюсь, вы рады. Вот. На бульдозере прем, как я уже сказала. Все будет хорошо. Как говорится, пристегните ремни и понеслась, да. А так, всем всего хорошего. До скорых встреч.